Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я выпекаю бисквит женуаз или генуэзский бисквит. Выпекать я его буду с помощью ручного миксера, взбивать я буду тесто. Получается шикарнейший бисквит с тонкопористой структурой, вкуснейший на сливочном масле, без разрыхлителя и без разделения яиц. Его можно кушать просто как самостоятельный десерт, полив его любимым сиропом или джемом и просто подавать его с сахарной пудрой. И сегодня в данном видео я покажу все нюансы, как его правильно выпекать. Здесь мы будем подогревать на водяной бане, во-первых, яичную смесь с сахаром. Это всегда делается для генуэзского бисквита или бисквита женуаз. В кастрюле вода нагревается до кипения. Чашка не должна касаться, в которой мы нагреваем яичную смесь, не должна ни в коем случае касаться кипящей воды. Здесь у меня 6 яиц размером по 50 грамм и 1 желток. Если же вы захотите брать яйца покрупнее, то берите просто 6 яиц. Пакетик ванильного сахара я отправляю туда в смесь. Просто все это размешиваю аккуратно. Заранее сахар не добавляйте. Могут желтки у вас пойти корочка именно от сахара. И также добавляю туда 180 грамм обычного сахара. Все это аккуратно перемешиваем. И сейчас на паровой бане мы будем это нагревать при постоянном помешивании примерно до 40-45 градусов Цельсия. Я уже знаю, как это происходит. Сахар должен полностью раствориться. И здесь я просто меряю для вас специально кондитерским термометром. Вот так активно кипит вода, но она не касается дна чашки. 42,5 градуса здесь у меня. Я выключаю уже плиту, она мне больше не понадобится. И сейчас я буду уже взбивать. Переливаю в ту емкость, в которой я буду взбивать всю смесь. И уже перехожу на место, где буду взбивать. Итак, яичная смесь, 140 грамм муки, 40 грамм кукурузного крахмала и 80 грамм растопленного сливочного масла. Две формы по 18 сантиметров я уже застелила заранее, потому что потом мне это будет делать уже некогда. Я буду взбивать все ручным миксером. И духовка разогревается на 175 градусов Цельсия. Взбиваю где-то примерно сейчас минуту и введу сразу весь кукурузный крахмал. И сначала до момента, вот сейчас, как я вам показываю, я уже взбиваю 11 минут. Смесь очень сильно увеличилась в объеме. Взбиваю я в 2-литровой емкости. Но, смотрите, уже есть такой рельеф от венчиков, но мне этого мало. Я взбивать буду еще минуту. То есть общее время взбивания маломощным моим миксером 240 Вт у меня здесь займет ровно 12 минут. Должен оставаться четкий очень след от венчика, и масса должна быть такой очень пышной и глянцевой. Видите, ровный уже четкий след от венчика, и он не растекается у нас, этот след. Вот так должна быть взбита масса. Кто-то пишет в комментариях, что не получается бисквит. Не получается, потому что, видимо, не взбита правильно яичная масса. Все получается вот таким плохеньким ручным миксером маломощным. Здесь я переливаю всю массу яичную с сахаром уже в более большую емкость. Здесь она у меня 3,5 литра. И в ней я буду все перемешивать. Муку здесь я буду вводить порциями, естественно, просеивая ее. Где-то 8 приемов я буду через сито вводить муку. И мука здесь у меня с хорошим содержанием белка. Если обычно я пользуюсь мукой, где-то 10,5% у меня содержание белка, то здесь у меня мука сильная, можно так сказать. Здесь содержание белка в муке у меня 12,8%. То есть на 2% считает, на 2,3% больше. И сейчас масло у меня сливочное должно быть комнатной температуры, ни в коем случае не горячее. Несколько ложек теста я выкладываю уже в масло, перемешиваю. И
потом добавлю все это уже в общую смесь. На канале на моем есть экспресс-метод приготовления бисквита женуаз именно в планетарном миксере, где я также взбиваю яйца, не подогревая их, потому что там будет планетарный миксер. И также я ввожу муку и масло, не лопаткой перемешиваю я там, а уже именно венчиком от миксера. Но нужен там планетарный миксер. Ссылку на то видео я вам оставлю, естественно, в описании к данному видео. Проходите и смотрите. У кого планетарный миксер, можете по тому методу делать. Такая глянцевая смесь у меня получилась, глянцевое тесто, пышное. Переливаю в 2 формы в равных количествах. И ставлю выпекать сейчас на 175 градусов Цельсия, режим вверх-вниз без конвекции, на 35 минут. На среднем уровне буду выпекать. Прошло 35 минут. Вот такие прекрасные бисквиты у меня получились. Бисквиты здесь где-то получились по 6 сантиметров в высоту у меня. Бисквиты очень ровные сразу получаются. И сразу же, как только я могу до них дотрагиваться, сразу же я их вырезаю из формы острым тонким ножом. Для женуаза это очень важно. И удаляю форму. Вот такое идеальное дно у него, бока, бисквит упругий. Его, в принципе, сразу же можно нарезать или кушать, подавать к столу. Сейчас я даю бисквитам остыть до комнатной температуры на решетках. Бисквиты уже ровные, то есть они абсолютно плоские получаются. И после того, как они у меня сейчас остынут, я их сразу же буду убирать в пищевую пленку, в холодильник, где-то на 2 часа. Вы можете их сразу нарезать, но после 2 часов примерно проведения в холодильнике они у вас будут нарезаться идеально просто. Вот в таком виде в пищевой пленке я их убираю. Вы их можете пару дней хранить вот в таком же виде в холодильнике. И также вы их можете где-то до месяца замораживать. Также очень герметично запакованными в пищевую пленку. В морозилке я имею в виду. Но не больше месяца, лучше 2 недели. Нарезаю кондитерской струной на 2-м делении. Смотрите, какой идеальный разрез у нас получается ручным маломощным миксером. Вот таких 6 коржей у меня получилось. Высота коржей здесь у меня 1,8 сантиметра. И диаметр 18 сантиметров. Посмотрите, какая тонкопористая структура у коржей, как прекрасно они нарезались. И все получается, если правильно взбить яичную массу. И муку берите качественную для этого бисквита, это важно. Я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.